Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать своими руками вот такой мини-комодик. Итак, делать я его буду из картона. Все детали корпуса комода в конечном итоге должны иметь одинаковую толщину. У меня это 1 сантиметр. Так как картон я использовала разный по толщине, количество слоев на некоторых деталях будет отличаться. Для начала потребуется 6 деталей корпуса, состоящих из нескольких слоев. Слои каждой детали необходимо между собой склеить. Я это буду делать горячим клеем. После того, как я склеила все слои, получаются довольно прочные детали, которые я буду склеивать между собой в основу комодика. Для этого я использовала клей Момент Кристалл и горячий клей. Я использовала 2 разных клея, так как посчитала, что так будет надежнее. Итак, склеиваю детали корпуса комода между собой. Излишки клея обязательно нужно убирать, так как потом они будут мешать. Также на этом этапе я вклеила дополнительно перегородку в корпус комодика, которая будет разделять между собой ящики. К получившейся заготовке приклеиваю заднюю стенку. Некрасивые срезы на лицевой части я заклею полосками из тонкого картона. Тут я еще вспомнила, что нужно вклеить еще одну горизонтальную перегородку, которая будет разделять ящики между собой. Далее все торцы я заклею плотной белой бумагой. У меня это бумага для черчения. Для этого я начертила вот такую деталь, которую нужно будет вырезать и приклеить на торцы комодика. С помощью клея-карандаша заклеиваю торцы, получившиеся деталью из бумаги, после чего приклеиваю все припуски. В итоге получаются аккуратные края у корпуса заготовки. Далее этой же бумагой я обклеиваю весь комодик снаружи. Здесь я решила использовать клей Момент.
качестве декора снаружи я буду использовать акриловую краску, а для получения нужного мне оттенка я смешала два цвета. Перед краской лучше использовать грунтовку. Я пропустила этот шаг, в итоге местами бумага пошла пузырями. После того, как краска высохла, я также покрыла комод акриловым лаком. У меня он был в баллончике. Следующим этапом будет изготовление ножек. Я решила сделать их вот такой формы. Их понадобится всего 4 штуки. Для ножек я использовала переплетный картон толщиной 2 мм. Склеиваю детали ножки между собой с помощью клея Момент Кристалл. Все ножки я также снаружи обклеиваю белой плотной бумагой. Для этого я использую клей ПВА. В итоге у меня получились вот такие ножки. Я их также буду окрашивать, но для этого я буду использовать золотую краску в баллончике. И в конце я также их покрываю лаком для прочности. Внутреннюю часть комода я буду обклеивать скраб-бумагой. Этот этап можно пропустить, так как если ящики не вытаскивать полностью, то эту часть комода видно не будет. Итак, измеряю все ячейки и из скраб-бумаги вырезаю детали необходимого размера. Чтобы картон нигде не проглядывал, нужно на деталях делать припуски. Здесь я использовала клей ПВА. Таким образом я обклеила все ячейки под будущие ящики. Тем временем окрашенные ножки высохли, их можно приклеивать на корпус комодика. Предварительно я разметила, где они должны располагаться, чтобы в итоге приклеить их ровно. На этом этапе я использовала клей Момент.
Итак, корпус комодика готов, можно приступать к изготовлению ящиков. Все 3 ящика делаются по одной и той же схеме. Я покажу изготовление на примере одного из них. В этом случае я буду использовать переплетный картон, вырезаю детали необходимых размеров и склеиваю между собой так, чтобы получился ящик. После того, как все ящики склеены, проверяю, хорошо ли они вытаскиваются и вставляются из основы комода, после чего можно приступать к декорированию. Я буду использовать упаковочную бумагу и скраб-бумагу. Все 3 ящика у меня будут разной расцветки. Упаковочной бумагой я буду обклеивать фасады ящиков с помощью клея-карандаша. Скраб-бумагой я обклеиваю ящики снаружи и внутри. Вот такой ящичек у меня получился. Второй я задекорировала таким же образом. Далее нужно сделать ручки, за которые будут открываться ящики.
Ручки можно изготовить из различных материалов, к примеру, из полимерной глины, либо можно использовать какие-то готовые варианты. У меня, к сожалению, полимерной глины не было, поэтому я их сделала из того, что было, а именно из полигеля. Это такой материал для наращивания ногтей. Из полигеля я вылепила прямоугольник необходимого размера и после сушки в лампе опилила все неровности и придала нужную форму. Далее покрываю топом без липкого слоя, высушиваю в лампе и втираю золотую втирку для декора ногтей. И еще раз покрываю топом и просушиваю. Далее мне понадобились вот такие штучки. Это наконечники, которые используются для изготовления различных украшений. Чтобы была возможность их приклеить, нужно удалить круглые части с отверстиями, а оставшиеся неровности нужно будет зашлифовать. Получившиеся цилиндрики приклеиваю на основу для ручки с помощью клея секунды. В итоге получается вот такая ручка. Наверное, это самая сложная часть в этом комодике. Готовую ручку я приклеиваю на фасад. Третий ящик я решила декорировать немного иначе, а именно упаковочную бумагу я приклеила обратно белой стороной кверху, после чего наношу грунтовку. После высыхания грунтовки окрашиваю поверхность ящика подходящими цветами акриловой краски. Для декора этого ящика я использовала наклейки для ногтей золотого цвета. В конце фасад я покрываю акриловым прозрачным лаком. В итоге у меня получился вот такой комодик, который я решила использовать для хранения канцелярии. А на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!